Я думаю, нет, совсем приехали. Сейчас я, значит, 8 миллионов бахаю. Через 1,5 года что-то получу непонятное, что... Как бы купить лодки самое простое, как оказалось. Мы же сами лодку создавали. Мы сами пишем правила класса. Что хотим, то и делаем. Ага, вот у нас начало вырисовываться. Мы предполагали, что в будущем экипажи с Джейки будут приходить к нам. Нам эта лодка не нужна. Сделай, пожалуйста, 670-ю. Это программа Sailtail, и я в гостях на этот раз у мастера спорта. Черный катер сдался. Он понял, что тягаться с нами бесполезно. Основателя класса яхт «Ракета 670» Владимир Бодриков. 5 лет назад какие были российские топовые спортивные яхты в наших школах? Ну, у нас только были шверботы, и, в принципе, ничего. Единственное, что вот было G70. Ну, это американская. Да, из B20 это английская. Была еще большой швербот, это М-ка. Идея была создать народный швербот, чтобы папа, мама, я, вот мы такие болеем парусным спортом, давай купим себе большую яхту, будем втроем с сыном кататься. Но получилось, что там трапеция, откренивать нельзя, 300 килограмм весит этот швербот, то есть его, как его привезти, как его с кем. Вот, по идее, все олимпийские классы и другие, даже не олимпийские классы шверботы, они рассчитываются вес так, чтобы весом экипажа ты мог поднять лодку и отнести к воде и сбросить, также ее поставить назад. Как с Эмкой, ну, непонятно. Тем не менее, активно гоняются ребята, но он все-таки ушел больше в спорт для профессионалов. Больше ничего не было. Вообще не было ничего. А нам нужна была именно народная, побольше, чтобы эта лодка должна была быть обязательно килевая, чтобы не переворачивалась, без всяких трапеций. Очень простое управление, минимум веревок. Основа была Джейка. Ее удачность подтверждает то, что она за какие-то там тоже, там, не знаю, за 5 лет, когда только начали выпускать, какими-то там тысячами разошлась по всему миру. Когда мы уже четко подошли, что все, надо иметь флот, потому что появился опыт, смотрели в будущее, то есть как бы купить лодки самое простое, как оказалось. Потом на них надо работать. Я уже знал, как на них работать. В принципе, вот прямо сейчас мне дай лодки, и я уже их загружу, я буду уже проводить соревнования. То есть начали с этого. Вот. И то есть уже нужны были лодки. Миша Тихонов на Нижегородской верфи сделал ракету 610. Это 6-метровая лодка, килевая, очень похожая на СБ-20, на Малджет-20. Она более перегруженная парусами, более современная, чем СБ-20. Вот. Но нам очень понравилось. То есть мы сразу, как только первую лодку привезли в Москву, все, мы сразу побежали и начали ее тестировать. То есть погонялись, как раз повезло, хороший ветер был, мы ее там и хвост, и в гриву пытались сломать, пытались утопить, в общем-то ничего не получилось, получить удовольствие получилось. Вот. Но, тем не менее, не хватало длины. Вот мы тестировали втроем, вот нам втроем там было комфортно. А представили посадить еще 2 человек, уже не совсем то. Мы, обратившись к Тихону, сказали: ты сделал замечательную лодку, сделай нам на 2 фута длиннее. Вот. И мы поставим свое вооружение, то есть там вооружение короткое, то есть лодка была, первые лодки были вооружены очень просто. У них не было погона, у них не было хтерштага, у них не было закрутки стакс. В общем, то есть это вот, с одной стороны, это неплохо, но с другой стороны, мы тоже, смотря в будущее, G70 уже в России тоже полюбилась людям, и мы предполагали, что в будущем экипажи с Джейки будут приходить к нам. А если они гоняются пятером, то значит, что надо 2 уволить, вот, а кого как, там начинается драка между ними, там, кто будет, а кто. В общем, мы решили так, чтобы люди себя не калечили. Вот нам нужна лодка все-таки побольше, не 6-метровая, а 7-метровая. Обратившись к Тихону, он сказал: нет, я делать не буду. Вот. У меня есть в моей линейке маленькая ракета 270-я, есть и 610-я, есть вот класса Open 800 GP26, есть 970-я, плюс он еще делает лучи, плюс он еще делает катамаран, плюс он делает тримаран. То есть, в принципе, на минуточку, Миша очень скромный человек, но я скажу, что это ведущая верфь, это единственная в России, самая крупная верфь, которая делает такое количество моделей яхт в одном месте. То есть никто больше не делает. Где вы вдохновляетесь? Ну, не знаю, я с детства мечтал создавать яхты. Вот. Не знаю уж, к счастью, но мечта сбылась. Спортивные? Ну, начинал со спортивных, да. Вообще все яхты почти спортивные. Все. Потому что даже если есть 2 яхты одинаковые, все равно у людей возникает желание выяснить, кто же быстрее.
И поэтому там начинается. Сначала мы уберем унитаз, потом облегчим экипаж, потом вынем все, потом побольше парусов. Как все это началось? Чтобы моя мечта осуществилась, надо не только нарисовать, но еще и сделать. Вот, кому-то нужны твои проекты, там, неизвестного студента и так далее. Поэтому пришлось, собственно, и организовывать и производство, для того, чтобы собственные проекты можно было реализовать на практике. Чертежи засекречены или... Нет, я первично во всем этом деле, первично. Это идея. Дрожать над чертежами и рассказывать всем, как это секретно и какие-то тут ноу-хау, не вижу смысла. Хотите, повторяйте. Вот мы за это время придумаем что-нибудь новое. Конечно, вот Миша красавчик. Но он нам отказал. Почему? Да. Отказал, говорит, вот у меня линейка есть, и между 6-метровой лодкой, 8-метровой лодкой впихивать еще 7-метровую лодку. Это надо опять заморачиваться с матрицей, это опять-таки вложение, это отрывание людей от этих двух. И он, честно говоря, в нас не верил. Он говорит, сделай вам 5 лодок, вы сейчас вот меня добьете, сделай 5 лодок, все это брошу, все это забросится, и нафиг это не надо. В общем, не хочу. Тут у наших друзей из Санкт-Петербурга возникли аналогичные мысли. Тоже им нужна 7-метровая лодка. Давайте попробуем, может, объединиться? Давайте попробуем. Поговорили, я спросил, что у вас есть? Он говорит, у нас ничего нету. Я говорю, вы знаете, где мачты брать? Не знаем. Оснащать? Не знаем. Корпус есть? Нету. Хотя бы модель есть какая-то? Нету. Не было вообще ничего. И мы начали с нуля работать. Где-то мы 2 месяца с Димой Живоронком, он был в Питере, я в Москве, мы по телефону, мы ежедневно, то есть жена говорит, ты с каким-то мужиком там разговариваешь больше, чем со мной, поговори хоть со мной. То есть мы реально постоянно на телефоне, он там что-то нашел, какие-то варианты, я нашел, то есть думали, какая должна быть лодка, какой киль, как сделать киль. Как? Это, допустим, есть джейка. Что, взять, разломать киль от джейки, посмотреть, какие там пилоны, как крепится бульба, как. То есть это было бы, конечно, здорово, но кто ж тебе даст? А нет схем на джейку? Схем, какие? То есть есть некий чертеж, а нам же нужна была именно структура, какое там сечение, там, не знаю, балок, если какие-то есть трубы, как это все крепится, как это, то есть там, это же все-таки механизм, как он крепится потом в швартовом колодце, чтобы не болтался, чтобы он, там же это же, то есть опять-таки, почему мы уперлись именно в G70, то есть, опять-таки, хорошее решение было именно подъемного киля. Правда, это было еще и раньше там, на MLGS-24, там, на MLGS-20, и там еще раньше были лодки такие. Начали думать, где брать мачту. Они там пытались в Питере найти, пытались за рубежом, с Селдоном связывались. Я сразу сказал, что надо пробовать что-то здесь, потому что если вдруг что-то, какие-то поставки с Селдоном обрубится, а у тебя уже партия запущена, все, корпуса делаются, мачт нет, что делать? Вы 5 лет назад уже понимали, что сейчас может все так? Нет, у меня было полное понимание, то есть как сказать, как это сейчас модно, независимости и импортозамещения, оно нужно было обязательно, потому что ты, когда начинаешь проект строить здесь, в какой-то стране, то есть надо по максимуму постараться здесь, чтобы комплектующие и так далее, там, уж тем более мачта. То есть после корпуса мачта это второй по величине и по сложности, и по дороговизне, как назвать, орган, часть яхты. В общем, не получалось у них найти в Питере. Я познакомился с очень хорошим человеком, с Юрой из Дубны. Он в то время делал только там, для оптимистов, для кадетов, для лучей мачты. Но при первой встрече я вижу, человек горит. У него горят вот так вот глаза, он худой, он не зажравшийся. То есть бизнесмен, когда начинает какое-то дело, он должен быть голодным. А голодным почему? Потому что ему жалко пообедать, потратить этот час, потому что нет у него этого часа. Он бегает как борзая. Я говорю, мы собрались лодку строить, нужна мачта. Мачта 9-метровая, там сечение примерно как у джейки, то есть у джейки карбоновая мачта, с прицелом примерно такая должна быть, только алюминиевая. Профиля под эту лодку не было. То есть он сказал, что я сделаю профиль, то есть прикинули, то есть профиль должен был подходить по весу, по всем своим параметрам, по гибкости, по прочности, по всем приближенные к мачте 9-метровой от джейки. Все вроде утвердили, стал вопрос, чтобы заказать, это надо было заказать прокат, что-то там 1,5 тонны сразу. Объясняли как, что это делается,
своей матрицы, через которую протягивается труба алюминиевая, и получается как бы нужна тебе форма, и никто там из-за 10, там, даже 100 метров, даже километра никто не будет связываться. То есть надо было купить сразу большую партию. То есть с Димой тоже пообщались, он говорит, ну, конечно, нам хотелось бы, чтобы в Питере был, потому что он сразу тоже предполагал, что эти мачты придется возить из Дубны в Питер, но потом сейчас вот в данный момент у них все хорошо сложилось. Юра с большим удовольствием отгружает, ну, то есть там надо им там 5 мачт. Он загрузил, поехал в Питер. То есть этот вопрос решился, все хорошо. Но тем не менее, вот мачту нашел я и настаивал как бы на том, что вот это нужно. Вот. Стал вопрос оснащения. Ведь ты одну яхту можешь пойти в любой магазин, там, не знаю, канатный ящик, Фордвинд Регата, там, любой, и одну яхту оснастишь, а 10, а 100. То есть даже имея деньги, пришел с чемоданом денег, давайте мне там 100 таких блоков, 100 таких стопоров там, и так далее. Скажешь, дружище, ну, надо ждать. Вот тоже стал вопрос, где это заказывать. Решили оснащать одной известной американской фирмой Нахэ. Получилось очень дорого, реально дорого. Поэтому остановились на кулачковых стопорах. Все остальное оснащение по блокам. Познакомился на выставке с Димой, вот, из Новосибирска, Дима Колеватов. Классный парень. Когда я с ним познакомился, он еще не был так раскручен и так развит. То есть он, да, у меня есть матрицы, там я покупаю угленаполненный пластик, то есть потом это все запекается, то есть очень, очень хорошего качества блоки. Мы их потестили, ни один блок не развалился вроде, причем так перегружали, думаю, когда он сломается, ну, собака не ломается, не ломается. То есть и понимая примерные нагрузки, какие должны быть на нашей лодке, ну, эти блоки должны были нас удовлетворить. Вот. Я тоже Диме говорю, давай будем эти блоки заказывать. Начали считать, а у нас там с лодки 50 тысяч сразу снимается только на одних блоках. Вот. Опять-таки умножьте на 10, умножьте на 100, понимаем, что... Вот это, причем это 50 тысяч в то время, то есть сейчас, наверное, это гораздо больше. У нас только 12 блочков маленьких, 25-х, а там все остальное. Вот тоже, и это вроде, ага, вот у нас начало вырисовываться. Мачты есть. Блоки есть, веревки. То есть я веревки сразу предложил в Питере, опять-таки, фирма Ремера. Вот. Они тоже только начинали. То есть вот до нас они только-только, у них там была яхтенная веревка. Ну что такое яхтенная веревка? Плетеный сердечник, плетеная основа. Там немножко добавлено, чтобы не стиралось, там немножко, ну, не знаю, видели, как веревки вяжутся? По кругу стоят нитки, ну, бобины. Как правило, идет 16-прядная, либо 24-прядная. То есть вот представь, 24-прядная, соответственно, у тебя 24 бобины стоят по кругу. Ты можешь взять и 4 или 6 бобин заменить какой-то другой ниткой, естественно, и по цвету, и по свойствам. И у тебя уже веревка приобретает другие свойства. Тебе надо более цепкой, чтобы была веревка. Какую-то ниточку пускаешь, которая более такая шероховатая. Тебе надо попрочнее, там донимку можешь добавить. Если всю сделать из донима, она будет скользкая. А если вот смесовая, уже получается она и прочная, и вроде как и в руке ее удобно держать. В общем, все такие моменты. Попробовали, вроде тоже получается лодку вооружать. Но вот тут Дима сказал, нет, я буду итальянскими веревками. BMX оснащаются итальянскими веревками, хотя в линейке этих веревок есть ниши, то есть начальные, есть там, которые ставят на здоровые яхты, которые там по океанам ходят. Там они другого уже качества. То есть и отличаться в цене не могут начальный и высший уровень, там тоже там, в 2, в 3, в 5 раз. То есть у них начальный уровень. Я говорю, ну смысл, ты берешь все равно самую простую веревку. Ну давай уж так, ну ладно, все, решили так. Я, если честно, склонялся к тому, что мы должны сделать базовую лодку оснащенную. Мы заказчику должны сдавать лодку полностью готовую к спуску на воду. Мы оснащаем ее базовыми веревками. А уже потом сам хозяин может эти веревки поменять. То есть это не является изменением конструкции, она от этого быстрее не поедет, просто тебе удобнее управлять. Отлично! Было очень весело. Этот проект, он не то, что вот какие мы молодцы, сделали яхту, но и мы всколыхнули, как бы пустили такую волну по производителям, которые тоже, в общем-то, у них появился интерес к этому, появились возможности, что тут греха таить, появились какие-то денежки, которые они могли вкладывать в свое производство, развиваться. Юра Гурчин, кстати, сейчас занялся и карбоном. Скоро мы будем гордиться, что у нас в России есть производитель карбоновых мачт, а это очень круто. Вот. В общем, подошли мы к тому, что уже закупили материал для изготовления болвана, то есть лодка уже была нарисована.
И, как говорится, уже подошли к тому, что ну давайте считать, во сколько нам эта лодка вообще будет получаться. Я посчитал, что что-то дороговато. Вот реально, то есть обоснованно, потому что я знал, сколько стоит 610-я у Тихонова, но это было что-то там в 2 раза дороже. Я говорю, ну что-то давайте пересчитаем, ну так не может быть. Ну там что-то считали, пересчитали, но тем не менее все равно осталась цена завышенной. Это как бы первый у меня такой червячок появился. Второе, меня немножко отодвинули со сроками, то есть сказали, вначале там мы сделаем 8 лодок или 10 в Питер, потом начнем с тебя, потому что изначально у нас договоренность была, одну лодку делаем в Москву, одну в Питер, Москву в Питер, Москву в Питер. Я понял, что вложив деньги, я буду ждать 1,5 года, причем мои лодки придут только, уже лето пройдет, с сложными деньгами, они будут зимой только приходить, я в лучшем случае только начну работать в следующем сезоне, а еще зиму еще буду платить за стоянку этих лодок, которые я уже купил, и как-то не очень у меня сроки. Производство яхт – это беспрерывный, должен быть такой беспрерывный цикл, и ты набираешь заказы, распределяешь их, то есть ты же не можешь 10 лодок сделать за месяц. Вот, допустим, у Тихонова он нам делал самое больше 4 лодки в месяц, кстати, неплохо. Учитывая то, что он делал еще что-то помимо нас, нам делал 4 лодки. Ну, допустим, если заказ на 10 лодок, то есть по-любому это растянется там на 4 месяца, а деньги нужны сейчас, потому что закупаются сразу материалы, надо сразу заплатить зарплату людям и так далее. То есть деньги нужны сейчас, а лодку получишь через 4 или 5 месяцев. Как бы это нормально. Но тогда для меня это казалось ненормальным. Вот. И когда я сказал, что надо какой-то все-таки минимальный договор заключить, договор был примерно такой. Я вам лодку, конечно, сделаю, но когда и какая будет окончательная цена, я сейчас сказать не могу. Я думаю, мне совсем приехали. Сейчас я, значит, 8 миллионов бахаю, через 1,5 года что-то получу непонятно, что по какой цене и как там получу. Я рассчитываю на 6 лодок, а получу 3. И как-то говорю, не, ребят, наверное, будем мы это самое. То есть буду искать альтернативу. Звоню Тихонову. Говорю, Миша, у тебя 610-й есть? Он говорит, у меня сейчас в наличии 6 лодок. 610-й, да. Давай так, я приеду, выкупаю тебе лодки эти, они уже мои будут. Но нам эта лодка не нужна. Сделай, пожалуйста, 670-ю, удлини, пожалуйста, нам это самое. Но если вдруг я тебе не смогу уговорить, то я заберу эти 6 лодок. Я предполагал, что забрав эти 6 лодок, я уже бы начал бы работать в начале сезона, уже бы у меня бы лето не пропало, уж тем более зима. 1,5 года, которые я потерял бы с питерцами, тут я не терял. Хотя покупал немножко не то, что хотел. Вот Владимир вовремя уловил эту тенденцию. Было время, когда мы каждый год ездили в Дюссельдорф, и там смотря на тенденции туда-сюда, можно было определить, как все это двигается. И прям там за пару лет можно было прям заметить, как флот, представленный для частного владельца, превратился во флот для чартера. Ну, в том числе и вот в таком размере 6-7 метров, который был прям представлен неожиданно, прям вот он появился. Вот эти вот массовые флота, вот эти вот G70. И стало понятно, что ну вот это направление, оно будет развиваться по всему миру и, естественно, затронет нас. Вот, приехали в Нижний, я говорю, показывай лодки, вот они стоят, то есть я походил, пощупал, все, вот они, не мираж, не кажется. Все, пришел на стол, вывалил деньги, то есть мы заключили договор, что вот получил столько-то денег за такие-то лодки, все, этого было достаточно. Я прям представляю, пришли с мешком. Ну, это время, у меня даже фотографии есть. Первая инвестиция какая была? 8 миллионов? Ну, поменьше там, поменьше. Там было около 4, но это чисто, то есть корпус составляет где-то половину стоимости лодки. Моя задача была в том, чтобы все это дело собрать. Конечно, я сам лично своими руками не участвую в создании корпуса. Я сам лично не фрезерую мачту, не создаю эти блоки, там, не вяжу веревки. Но, допустим, моя ценность и моя задача была в том, чтобы все это дело найти, чтобы тебе поверили люди. Ведь профиль делали под нас. Такого профиля мачты еще не было вообще. И чтобы его сделать, нужен был большой заказ, там что-то тонны или 1,5 этого проката. И когда мы пришли, вот типа нам надо 1,5 тонны, это что-то там, не знаю, на 40, на 50 корпусов яхт.
И нужно было убедить человека, что мы эти там 40-50 корпусов, то есть мы эти мачты как-то рано или поздно у тебя выкупим. Так же и со всем остальным. То есть тут еще много очень ответственности. Конечно, лично вот наша семья, то есть вложили собственные деньги. Вот, то есть и в это дело, чтобы это все дело пошло, это тоже большой риск. Это ведь сейчас, когда уже яхты есть, вот они работают, кажется, да, ой, как здорово. То есть сейчас любой человек, в принципе, имея, ну, я считаю, что довольно-таки небольшую сумму, тут цена же сопоставима где-то с машиной среднего класса. Ты пришел и купил, и даже можешь еще выбрать. Вот даже, опять-таки, обращаясь к производству Миши Тихонова, ты можешь выбрать либо 6-метровую, либо 7-метровую, либо 8-метровую. Покупай на любой вкус, какие у тебя задачи, какая у тебя команда. Вот. А мы-то начинали еще ничего, то есть этого не было, и вот именно с нуля создать было очень тяжело. А сейчас уже хорошо все. Мы сделали это. Как мы это сделали, непонятно. Но мы сделали ракета 670 с Мишкой Тихоновым. Классный класс. Автология получается. Он на московской воде. Вовка молодец, Мишка молодец. Ну и Сережа тоже. А какая базовая комплектация лодки, если купить? Все будет комплект парусов входить, соответственно, полностью оснащенная мачта, всеми веревками, всеми блоками. Она будет в Москве, то есть мы привозим из Нижнего Москвы, то есть даже покупая в другие регионы, мы все равно отталкиваемся от Москвы. Потому что в Москве у нас идет сборка. Мотор не входит? С мотором ситуация не совсем однозначная. Не знаю, нужно ли это говорить во всеуслышание, но тем не менее. На спортивной лодке не должен быть мотор. Ну, у нас иногда нужно все-таки, чтобы выйти... Вот. Получается так, что у нас же изначально же, сейчас мы базируемся в Березках, изначально у нас были две точки. Это здесь вот прямо вот с заводником Дон Давид. И у Сереги были лодки в Березках. Вот. Потом мы объединились. И что там, что здесь, когда ты садишься на лодку, тебе надо часть пути пройти по каналу. По каналу нельзя ходить под парусами. Это как минимум небезопасно, как максимум ты тут будешь слабый ветер, там против ветра ты можешь вон до моста идти полчаса. И нам пошли навстречу, что у нас висит мотор для безопасного выхода и захода в бухту, из бухты. Да. Как только мы вышли на большую воду, мы мотор выключаем, он висит. Висит опять-таки в целях безопасности, если вдруг, не дай бог, там мачта у тебя повалилась, еще что-то там, не знаю, тебя вынесло куда-то на мель, опять-таки ты мотором можешь отработать и вернуться домой, скажем так. Моторчики у нас слабенькие, 2,5 лошадиных силы. В принципе, эти моторы не подлежат регистрации. Но вот некое небольшое несоответствие, что на спортивной яхте стоит мотор, уже вроде как ее надо регистрировать. На яхте спортивной ее регистрировать не надо. То спасибо, что есть здравые люди, посчитали, что так будет безопаснее и лучше, чем запретить. И мы бы там без моторов, там рибами, мы бы нашли, как выйти из положения. Рибами вытаскивали, веслами гребли бы, там как-то что-то такое. Но тем не менее, при выходе из яхт-клуба ты пересекаешь фарватер, это небезопасно. Так что так. Мы предоставляем лодку, вооруженную с парусами. А дальше, пожалуйста. На ракете стоит закрутка. Да. Откуда? Сейчас мы тоже перешли на Селдон. До этого я заморочился, конечно, тоже. Я 2 года помучился. Ситуация в том, что у нас лодка, нам удлинили ее на 2 фута, а рубка и носовая часть осталась та же, как и у лодки, которая 6-метровая. Вот. Нам было важно попасть в лавировочный угол, то есть мы же метились на размеры джеки, и мачта, от мачты до штага, от штага до вант и так далее. То есть вот этот вот треугольник, он должен быть такой, как у джеки. У нас это дело все вставало, но закрутка получалась на самом носу. То есть если у джеки и у MX закрутка находится погруженная под палубу, и от штага до носа еще там порядка 250 миллиметров или даже 300, то есть вот такое вот расстояние. У нас на это расстояние лодка короче, поэтому пришлось вешать прямо на самый нос закрутку. Из-за того, что паруса сшиты под закрутку, которая должна быть под палубой, погруженная, у нас получилось очень большое расстояние нижней шкатурины стакселя от палубы. В принципе, ничего в этом нету. К тому же, если у всех так, и у всех так. Ну вот я заморочился, я же гонщик, надо, чтобы все-таки это аэродинамическая шайба, надо, чтобы губа была по палубе. И я искал закрутки, чтобы они были очень низенькие.
То есть нашел неплохие закрутки, они с бесконечной веревкой, то есть это, в принципе, для Code Zero была. Люди приходили, привыкшие дергать вот так вот просто закрутку, тянешь на себя, там, там, отпускаешь. А тут нужно было, веревка бесконечная, ее нужно было, с одной стороны отпускаешь, с другой стороны тянешь, не просто. Они по привычке начинали что-то дергать, в общем, да она у вас не работает, да что такое, в общем, людям было просто неудобно. И пошла молва, да и вот его ракеты, там эта закрутка, да мы, блин, все намучились. Проще вот, просто на карабинчиках поднять. Ну, не, на карабинчиках не совсем. А зато, имея закрутку, сколько у тебя появляется тактических моментов. Ты на старте можешь стаксель скрутить, можешь раскрутить, когда тебе надо. Поднятый стаксель на карабинчиках, даже потравленный в сильный ветер, он все равно дает дрейф лодки. А ты его можешь раз и убрал. Есть у тебя стаксель, нет у тебя стакселя. Ты можешь его наполовину раскрутить. В общем, не знаю, закрутка – это вещь очень хорошая, мне очень нравится. То есть поэтому у нас были мысли, когда намучились, потом все равно в итоге начали покупать селдоновские закрутки, то есть все это ушло, то есть, ну, выше стаксель, чем обычно. Над палубой, да черт с ним. Правда, потом из-за того, что это поднялось, уперлись верхушкой фал стакселя, уперся в мачту, ну, то есть угол, тоже некоторые паруса у нас стали не вставать. Потому что и у нас разрешено приходить со своими парусами, то есть ты можешь от Джейки, какой-нибудь там Норс или там Квантум принести и гоняться. Ну, вот, перестал вставать, ну и ну, чего решили, под степс подложили проставочку. Мы же сами лодку создавали, мы сами пишем правила класса, что хотим, то и делаем, нам никто не запретит. Ну и взяли, приподняли, всю мачту приподняли, все стало вставать, как бы все нормально, вопрос решили. Да еще гик повыше стал, людям при поворотах стало проще переходить, поудобнее. Все говорили, вот на ракете очень просторно. Вчера я справлялся с этой лодкой в составе своей жены и 6-летнего сына. Причем 6-летний сын нес генакер. Да, конечно, дуло там 3 метра в секунду, там, гора слабее даже, чем сегодня. Справлялись спокойно. Ну, это пример такой, это генетика, наверное, работает. Может. А сегодня, ну сколько? У нас 300-то с небольшим килограмм веса. Вот. И ну, мы ни разу прям по полному там не отдавливали ничего. То есть, может быть, конечно, чтобы там ставить генакер и носиться в острую, просто нужен вообще какой-то опыт. Но я еще с позиции человека, который учит, ну, не первый год людей ходить на лодках, скажу то, что учиться на ней гораздо проще, чем на спинакерной и на большинстве генакерных лодок. У нас после того, как у нас был один инцидент, который важный, хочу рассказать, вот, мы ограничили гоночный вес. У нас не больше 350 килограмм должно быть на гонках, вес экипажа, и не больше 450 на корпоративе. А на корпоративе что дополнительный вес? Это шампанское? На что запас? Шампанское немножко другое. Ограничение по весу должно быть какое? То есть, если вдруг лодка ляжет, даже на корпоративе очень особо одаренные люди, даже слабый ветер, могут лодку положить, то мы гарантируем, что с таким весом экипажа весу киля, рычага, хватит, чтобы лодку поставить. Если вы посадите на лодку там полтонны, там 550 килограмм, тут уже, извините, если у вас лодка кильнется, то это вы сами виноваты. И у нас на Кубке Федерации в первый год лодка, пришли ребята, ну, они постоянно к нам ходят, хороший экипаж, хороший рулевой, очень его люблю. Вот, 5 человек, все здоровые ребята. А он еще и с женой пришел. Можно я жену возьму? Ну, одевай жилет, идите, думаю. Ветер сильный, ветер был сильный, рваный и поперек. Я говорю, слушай, поперек будет гаффинт, не ставьте его генакер. Ну, ты посмотри, ну или, по крайней мере, там заберись повыше, поставь там, спустись, чтобы тебе было спуститься. То есть там, ну, ладно, я все решу. Ну, в общем, вот они пошли вшестером. В то время вся лодка весила 550 килограмм, а у них вес экипажа был 500. Их положило, ну, в брочинг их повело, и они вместо того, чтобы скинуть фал, еще скинули тег. Генакер поднялся наверх мачты, надулся, лодку совсем положил, и генакер не давал лодке встать. Вот, и они еще, естественно, все вшестером сидели до последнего, за лодку держались. Вот, и вода пошла внутрь рубки, лодка притонула. Поддержали диванные критики, которые за свою жизнь ничего не построили, но тем не менее, вот, проект провалился, вот видите, вот это испытание, да лодка тонет, да, в общем... То есть вы получили массу хейта? Ой, очень получил, да, то есть я там пытался огрызаться, то есть причем
было не совсем приятно, потому что не пытался защитить лодку ни Тихонов, как бы ни другие мои партнеры, друзья на тот момент. В общем-то, как бы я один отбивался за всех. Вот. Ну, так мне и надо. Это был в первый год. Мы старались сделать максимально яхту из того, что уже было на производстве. И поэтому мы поставили киль от яхты, которая была 6-метровая яхта. У нас 7-метровая яхта, она немножко потяжелее, помощнее вооружение парусное, и киль оказался немножко легковат. Но в этом ничего плохого, как раз мы наоборот считали, что у нас легкая, быстрая, спортивная, это же спортивная яхта в конце концов, потому что мы основную часть эксплуатации этой яхты планировали именно на соревнованиях, именно для спортсменов. А для спортсменов, чем озорнее яхта, чем тем лучше. Вот даже вот из яхт уже существующих, вот яхта класса «Звездный», она уже прошла, не знаю, там создание этой яхты было лет 50 начиналось назад, то есть старый проект. Яхта чертовски перегружена парусами, то есть там уже после 3-4 метров силы ветра уже команда борется с тем, как эту парусность грамотно убрать, чтобы яхта хорошо шла. То есть перегруженность яхты это плюс, это здорово. Яхта должна быть легкая, перегружена парусами, и тогда будет это интересно. Вот. У нас получилось как, что мы перегрузили яхту экипажем. Был экипаж неопытный, яхта легла, и веса киля не хватало, чтобы яхта встала с именно этим весом экипажа. Яхта была перегружена, там 6 было человек, то есть там вес экипажа примерно составлял вес яхты. Ну, сейчас на любую яхту положи сверху ее собственный вес, положи на бок, и вряд ли она встанет, то есть киля не хватит. Мы понимаем, что это произошло не из-за того, что яхта плохая, не из-за того, что какие-то ошибки проектирования, а просто действительно была ошибка экипажа, но мы все равно пошли на то, чтобы киль удлинить и утяжелить, то есть увеличить остойчивость яхты. И также было добавлены дополнительные баки непотопляемости, чтобы если даже что-то случится, яхта какая-то... Это же даже не обязательно яхта может лечь, что-то еще. Она может быть пробоина. Вот пробоина в корпусе, яхта начинает тонуть. И эти баки непотопляемости признаны для того, чтобы яхта осталась на плаву. Опять-таки, для чего это нужно? Чтобы экипаж мог держаться за яхту и ждать, когда к нему подъедет катер-спасатель или что-то еще, то есть как бы чтобы мог безопасно пережить вот эту вот случившуюся с ним неприятность. Поэтому да, мы сделали, все это устранили, мы, слава богу, и производитель пошел нам навстречу, он заморочился, утяжелил кили, хотя тоже мог, то есть еще раз говорю, что то есть это не наша была вина. Это мы сделали, и сейчас яхта намного устойчивее, она безопасная, она непотопляемая. И вообще самое лучшее. А вы киль у тех же самых яхт, у того же флота поменяли, правильно я понимаю? Да, у нас на тот момент, это был в первый год, у нас на тот момент было сделано, по-моему, 10 корпусов. И мы все 10 килей по осени собрали, погрузили в машину, привезли в Нижний Новгород сюда на производство. И потом по весне получили уже модернизированные кили, с которыми потом это все и пошло уже в серию. То есть сейчас уже все яхты идут с утяжеленными килями. Что мы сделали? То есть поставили встроенный бак непотопляемости в нос. Я рассчитал, там, лазил, там, измерял. То есть мы даже первые у нас были эргономические, а потом просто стали цилиндры делать по пол куба цилиндры из ПВХ. Вот рибы делают, вот из чего такие баллоны жесткие. Вот у нас вот таким вот. Ну, в общем, плотная ткань, цилиндры. 1,40 м длиной, 50 сантиметров диаметром, засунутые в каждый борт. Надувается, то есть это мы тем самым лодку сделали, чтобы она у нас не тонула. Почему ПВХ? У джеки стоит переборка. Стоит переборка, если там что-то находится, прикручен погон или что-то еще, то есть добраться до него крайне трудно, если ты пробоину получил, какой-то ремонт тебе нужен. Поэтому мы решили не строить никаких переборок, чтобы лодка была, ты мог спокойно внутрь залезть и везде долезть. Вот. Но были баллоны. Опять-таки мы их на зиму сдуваем, вынимаем, лодочка проветривается, то есть очень удобно. Вот. Что мы сделали с килем? Мы его на 40 килограмм утяжелили, бульб, именно свинцовый бульб. И Миша говорит, ну что, если нам нет никаких ограничений, давайте мы и плавник на 15 сантиметров удлиним. Так это же вообще здорово, то есть лодка острее пойдет,
то есть как бы боковое сопротивление улучшится. Лобовое незначительно, а боковое увеличится при ширине киля на 15 сантиметров, то есть это где-то мы 7 дециметров выиграли. Как известно, плотность воды на 800 раз плотнее, чем воздух, и поэтому вот такой кусок как бы плавника, который создает боковое сопротивление, он был очень-очень даже полезен. То есть лодка явно стала острее ходить. А сколько модификаций за это время было уже у лодки? И продолжаете ли вы что-то сейчас Мы, значит, исправлять? заднюю стойку сделали П-образной, была одинарная, гнулась. Так по мелочи, но самое основное, что сделали, то есть Тихонов сделал уже рестайлинг палубы. То есть изначально мы жаловались, на палубе идет сегментами такой не скользяк. Вот, чтобы ты наступаешь или попой сидишь, лодка под креном, чтобы ты не съезжал по ней. Он был очень мелкий, и туда забивалась грязюка. Кстати, у питерцев то же самое было. Не знаю, решили ли как это вопрос. То есть и надо было очень долго вымывать какой-то жесткой щеткой, оттуда очень, очень тяжело было. Вот мы жаловались, ну, говорит, что потрите, вы же спортсмены. Ну какой там? И причем немножко ты запустил, и потом вообще не вымоешь никак. В общем, он сделал прям как, сейчас прям как фирменная, такая с пупырышками. Он сделал не скользяк и на палубе. Сделал, кстати, у выхода из палубы такие наплывы. То есть немножко увеличил плавучесть. То есть если лодка ложится на бок, она немножко становится более плавучей, то есть не так проседает тоже как бы. То есть вот, кстати, вот это вот очень-очень прям. А схемы можно поснимать? То есть Там нет схемы секретных мы сейчас Все выдадим? секреты в голове. Вы передаете кому-то уже секреты свои из головы? Вообще планируете обучать новое поколение? В Европе же курсы есть онлайн. Да вот эти нету, там но по- это онлайн, это по для, дизайну. это для зарабатывания денег, бросьте вы. Ну, конечно, это же в одну сторону работает. Да, ничему не учат? Ну, нет, конечно. Без практики знания смысла не имеют. Люди приходят, показывают объем, показывают там, допустим, уже сделанное. Я говорю, вот такая вот трудоемкость, вот только столько времени, вот сколько вы можете уделять время в месяц, потом где это делю, умножаю, говорю, вот 15 лет. Говорит, я не готов столько строить. Я говорю, ну, тогда не надо. Да, либо помощников, либо просто зарабатывать тем, чем умеешь, а вкладывать деньги в это наемному рабочему. Это очень долгий путь там, от первой яхты, которую там я спроектировал, до сегодняшнего состояния. Собственно, я на каждой походил, каждую поломал. Деловой человек, который сам занимается делами, вот он вот реально что-то делает, у него понтов нету. Он спокойный, ему некогда, у меня же тоже, если бы у меня не было бы любимой жены, которую я считаю, я порой думаю, за что мне такое счастье вообще привалило, потому что я не заслужил, мне кажется. Вот. Я бы ходил бы, не знаю, в одних штанах. Я влез в одни ботинки, в одни штаны, мне удобно, но я могу 5 лет ходить. Потому что голова постоянно чем-то забита, постоянно что-то думаешь. Ну вот, и к чему я, что вот Миша скромный очень мужчина, вот, хотя очень-очень талантливый, очень деловой. И я ему говорил, давай, вот сейчас мы начали производить ракеты, даже потом в будущем потенциальный покупатель, вот он захотел купить лодку, давай пригласим, я даже сам к тебе его привезу, поводи. То есть, ну, надо подготовить, чтобы это было не просто вот, ну, приехал, на, иди смотри. Может быть, какую-то программу там для студентов вводить, чтобы они вот рассказать, как это все, ну, рассказать о процессе, показать над сам. Может быть, дать им кусочек стеклоткани, чтобы они его намазали полиэфиркой, там попробовали что-то такое сделать. И мне кажется, с большим, ну, пошло бы это. Потому что сейчас молодежь-то что, она в компьютерах, в телефонах сидит, а тут своими руками что-то попробовать сделать, мне кажется, было бы интересно. Хотя... Получается, да. Сейчас в нашей стране таких 2 основных конструктора по спортивным лодкам, да? Да, да. Филиппов ну, можно все равно сказать, что все равно как бы Тихонов. Да, Тихонов. Офигеть. Точно нужна какая-то школа уже. Миша же... Он строил какие-то чуть ли не ледоколы для шведов, там рисовал. Что-то он уже и преподает, как бы. То есть вот у него сейчас начальник производства, это его ученик. Вот, то есть, как бы, то есть, а вообще кто-нибудь об этом знает? Потому что реально, про него многих, вот начинаешь говорить,
Вот парусная академия работает на GP-шке, GP-26. Это все лодки Тихонова. Или Open 800, это же есть GP. Да, Open 800 – это некий класс, который объединяет 8-метровые спортивные яхты. Ну, там с какими-то, там ограниченная длина мачты, площадь парусов, там вес корпуса и так далее. А внутри этого класса разные производители могут быть. Вот как бы, ну, скажем так, 90% опенов – это именно вот сделанные в Нижнем Новгороде. Есть идеи расширяться, больше Нет. рейлингов, больше Нет. строить, Нет. больше отгружать? Самая главная проблема сейчас в промышленности – это кадры. Найти практически невозможно. Все, кто у нас работают, мы их, собственно, и научили. И, ну, в общем, это сложно. Да. Они с парусным спортом насколько связаны? Или они только строители? Ну, только строители. Но вот начальник производства у нас, конечно, тоже на яхтах ходит. А было такое, что ребята пришли, прониклись и пошли гоняться? Наоборот, бывает. Им прониклись, им так парусный спорт понравился, туда-сюда, вот они хотят там поработать, приложить руку к этому чуду создания яхты. Но обычно хватает недолго, ну, потому что их смена, они же люди творческие, у них полет туда-сюда. Да, а так вот каждый день приходить на работу и работать, это, конечно, непросто. Но вот таких порывов регулярно, каждый год кто-то приходит, а можно я попробую? Я говорю, да ради бога, пробуйте, творите, вот, но да. Не кто-то остается. Совокупное количество лодок, вот, ну, можно сказать, за 4 года вот, у нас где-то, наверное, 50, 670-х, СВшек и -610-х где-то больше 200, ну и МХ около 200. В общем, короче, где-то 500 яхт за 4 года, а это не оптимист, не лазер, это 7-метровые килевые спортивные яхты. Вот представьте, в России за 4 года сделали 500 яхт. Это со своей мачтой, со своим оснащением. Это даже для зарубежных, это где-то 150 лодок, даже больше в год. Вот, производство. Еще раз повторюсь, что это, в принципе, мощная килевая лодка для 6 человек. Ну, крутяк. И люди сейчас, которые живут вот в наше время, которые увлечены парусным спортом, для них вообще рай. Потому что он может погоняться на СБшке, потом прийти на ракету, с ракеты потом пойти на МХ, с МХ пойти на Джейку. Вот, у него есть возможность. А сейчас убрать вот это все. То есть были бы только Миша Кондратьев, конечно, он был бы счастлив. Вот, но все равно всех не охватило. То есть, и опять-таки, как бы это громко ни звучало, популяризация парусного спорта. Вот сколько мы, ведь мы за сезон, у нас десятки тысяч, если не сотен, людей через нас проходят. А если даже 5-7% этих людей, которые проходят, будут оставаться, заболеют, если это взрослые, приведут своих детей, потом в будущем в яхтенную секцию отдадут, да я тогда жизнь-то не зря прожил, получается. Вот, ну, серьезно. Вот, это же кажется так. Но так оно и есть на самом деле. Поэтому это очень круто. Ведь самое страшное, ну, это мое мнение, самое страшное для человека прожить жизнь впустую. Ну, то есть ничего после себя вообще никак не наследить в хорошем смысле. То есть есть люди, которые наследили так, что не разгребешь, да? Вот. А именно по-хорошему наследить-то, ну, вот я считаю, что мне уже удалось. Даже если вот с сегодняшнего дня больше не продастся ни одной ракеты, мне хватит, достаточно. Все. Мы вообще, когда с Борисовичем планировали вот флотку, ну, как мы же тоже понимаем, сколько у нас должно быть лодок. Вот. Мы вначале думали, ну, штук 15 нам будет вот так. Потом запросы еще идут, ну, давай 20. Ну, 21 лодка, все, хватит больше. Сейчас 33 лодки находятся в Березках, еще 12 610-х. То есть у нас получается больше 40 спортивных, ну, практически одинаковых яхт сосредоточены в одной точке. И то есть если кому-то надо провести какие-то массовые мероприятия в монофлоте, кому они пойдут? Ну, самый мощный флот сейчас на акватории. Остальные из этих 500 в России или вы не знаете где? Говорят, что там что-то, какие-то пару лодок, одна что-то уезжала в Прибалтику, что-то там на, ну, вот, СВшки, там, сколько там, 8 или 10 штук у них в Белоруссии. Вот. А так все здесь.
Здесь, но на самом деле еще рынок не насытился, и в принципе, то есть надо, то есть еще есть куда засовывать. То есть в принципе у нас такие запросики там периодически идут, как бы но люди щупают, тут очень тонко, то есть надо смотреть специфику именно места, где они будут стоять, смотреть, как там с инфраструктурой, как там с людьми, как там акватория, хватает ли глубин, возможно ли ходить, как там фарватеры расположены, там, в общем, много-много-много составляющих, которые перед покупкой флота будущий бизнесмен должен обдумать. Но на данный момент я считаю совершенно объективно, что ракета 670 для начала бизнеса, начала яхтенного для покупки монофлота, это самый лучший вариант. Именно по цене, по качеству, неубиваемая лодка, надежная, стала безопасной. Ведь когда у тебя совсем много денег, да, ты их не считаешь, тогда тебе это нафиг не надо. Ты себе купил Валли, там какой-нибудь полтинник в Италии, и катаешься, да, по большому счету. А так вообще бизнесмен уже считает деньги, то есть сколько он должен вложить и через сколько эти инвестиции у него начнут окупаться, да. То есть мы ее там ставили где-то 3 года, окупаемость лодки. Вот у нас первые лодки уже окупились, то есть давно. И причем сама лодка цена еще, то есть лодка бэушная, но она стала дороже. И когда у тебя есть некая сумма, у тебя стоит вопрос, я про джеки вообще не говорю, пойти, допустим, купить 6 MX, ты имеешь сумму, или, допустим, 6 ракет. Купив 6 ракет, ты также будешь столько же катать, ведь вход на яхту в качестве экипажа, в качестве члена экипажа, там на корпоратив, у нас же расценки-то одинаковые. То есть нет такого, у меня лодка дороже, я возьму 5000, а ракеты дешевле, они пускай по 3. Нет, нифига, мы плюс-минус 500 рублей, все работаем, рынок, мы работаем в одну цену. Так вот, имея денег на 6 MX, ты купив 6 ракет, ты экономишь 7,5 миллионов. Ты сразу покупаешь себе 2 риба, 1 судейский, 1 под фотографа, ты покупаешь себе причал, ты оплачиваешь стоянку на 3 года вперед, там несколько комплектов запасных парусов, какие-то спас-жилеты, запускаешь рекламу и так далее. Просто на ровном месте. А отдача будет та же. То есть ты также будешь зарабатывать, ты просто у тебя начальный, сразу бум, прилетело. Либо, допустим, ты на эти деньги купишь не 6 лодок, а 9, допустим, если тебе надо. Сейчас тебе не хватает. Разница есть. То есть начальный старт очень важен. По цене точно ли одинаково? У нас разница сейчас около 1,5 миллионов с MX. Они мне обозначили цену 3 500 примерно, я так сейчас округляю. У нас 2,2. Это все с парусами, с всеми делами, все. У меня вопрос про ассоциацию класса яхт. Что это? Зачем? Есть яхт-клуб, есть Федерация парусного спорта. Это что такое еще между? Ассоциация – это некий представитель класса. То есть мы, в принципе, первое, что сделали, у нас была 11-я лодка на выставке, мы уже сделали ассоциацию. Но поняв, что, в принципе, начали задаваться вопросом, есть она, это самое. То есть отдельного человека, который занимался бы, ходил бы там по чиновникам, что-то выбивал для нас, какие-то преференции, у нас его не было, да и желания не было, потому что, в принципе, загрузки у нас хватало. В общем, мы, в принципе, все это дело похерили. То есть сейчас ассоциация вообще, да, то есть нет. Не играет никакой. Потому что мы уже составили, уже в этом году у нас календарь, у нас все выходные заняты, все выходные гонки. Мне раньше казалось, что ассоциация класса нужна для того, чтобы этот класс мог участвовать в чемпионате Москвы, России и так далее. Мы самодостаточные, нам в принципе ничего не надо, но к нам ходят люди, которые гоняются, и в принципе гонщики в большинстве своем очень амбициозные, они хотят получать разряды. Мы в принципе как яхт-клуб можем там до 1-го разряда даже, в общем-то, сами выдавать, не знаю сейчас, как это. Так, конечно, чтобы это было официально и подтверждено, это нужно, чтобы выдавала Федерация парусного спорта. Для этого нужно, чтобы твои соревнования были включены в календарь Федерации парусного спорта. Для того, чтобы твой класс яхт был включен в календарь, он должен быть включен в федерацию, то есть ему должен быть присвоен свой номер, то есть ты должен зарегистрироваться там. Когда мы только сделали, у нас что-то не получалось, потому что говорят, там мест нету, то есть объяснили как, не знаю, правда это или нет, что ограниченное
количество классов только может быть, ну, как бы принято. И если вас брать, то надо кого-то выбрасывать. Да? А кого выбрасывать? В общем, короче, ну, мы как бы не стали вдаваться в подробности, в общем-то, все это дело похерили. Вот. Но тем не менее, нас включили как спортфлот, УРС, там, или как же у нас тут это правильно? В общем, короче, мы включены, да, включены в календарь. И, то есть наши, спасибо федерации, вот, ну, как бы, вот, могу сказать честно, вот спасибо, вот они молодцы, нашим людям присваиваются разряды. Вот. Это, конечно, еще до мастера спорта и до КМС даже хотя бы никто не дорос, но я думаю, что в следующем году уже начнут появляться перворазрядники, а первый взрослый это уже... Раньше это был первый разряд, это был допуск на чемпионат России. Вот. Раньше был строго с разрядами, то есть просто вот так вот, я хочу погоняться в чемпионате России без разряда, ну, тебя просто не допустили. Да, но это не на каждой гонке, правильно? Не на каждой. Не на каждой. То есть у нас где-то, ну, вот, Кубок Федерации это по федерации, и у нас свой чемпионат и кубок тоже включили, то есть мы подали, сделав календарь, подали заявку, и нас включили в календарь, то есть это тоже считается официальные соревнования, на которых можно делать разряды. Вот это большой плюс. То есть лично мне это не надо, но люди, которым приходят, им это надо. Ну, надо, хорошо, делаем. Нет, вот. это действительно надо не всем, но вот об этом задумываешься уже, когда постоянно тренируешься с командой. Вот я уже об этом потихонечку задумываюсь. Ну, еще раз повторю, что раньше тебя вынуждали, ты был вынужден. То есть на некоторые статусные соревнования, не имея разряда, тебя просто не допускали. Поэтому ты шел к этому. И тем самым создавался некий отбор. То есть для того, чтобы хорошего уровня соревнования провести, ну там должны и гонщики быть соответствующего уровня. Новички уже туда не попадают. Нет разряда, гуляй, зарабатывай. Вот. Сейчас это уже как бы, ну, не так. То есть пытается тоже вернуть, что-то сделать, но я считаю, что вот на мой взгляд, любое запрещение, любое ужесточение ведет, ну то есть не ведет к развитию. Вот не ведет. То есть как бы лучше допускайте всех, пускай гоняются, это хорошо. Для вас создание вот этого флота, это было дело жизни, увлечение или скорее бизнес-план и только заработать? Ну, парусным спортом занимаюсь давно, но у меня был большой перерыв, кстати, 25 лет. А вернулся я совершенно случайно. Мы с Леной, с моей женой, ехали как раз, кстати, около Березок, там поворот Г-образный. Палаточка с рыбой. Туда привозили какую-то свежую рыбу. Там была корешка, ряпушка. Вот. И я остановился, я тогда еще пиво пил, рыбки купить. И смотрю, что-то там такое, какой-то дяденька знакомый. Арбузов, блин, Андрюха. Ну, естественно, а мы очень хорошо, мы с детства мы занимались в «Спартаке», спартаковцы. Вот. И помимо яхт-клуба дружили. Он такой, вот, что, как, где там? Я говорю, да вот, ты что, типа, ходишь на чем-нибудь? Говорит, Андрюха, да 25 лет вообще на чем. А что ты? Я говорю, а куда сейчас? Кому-то в команду надо влезать или что-то еще? Ты своей лодки нету. Вот, как что? Да вон, иди в ШВСН, там куча финнов, там можно, там, он, Вася Кравченко, это у него ассоциация финистов, иди. Я говорю, ну, пойду, Вася позвонил, дал телефон, я Васе позвонил, он говорит, ну, приезжай, посмотрим на тебя там, походим. На фине никогда не ходил, всегда на двойке, то есть я 70-очник. Вот потихонечку начал. Потом, ну, понял, что фин это не мое, там был такой класс снайп, тоже было закуплено снайпы, мы гонялись на снайпах. А потом с ребятами, с одноклассниками решили купить микруху, потом на микрухе погонявшись, поняли, что мы из нее выросли, вот купили джипишку у Миши Тихонова, вот мы как раз и познакомились вот с ним. Вот. Потом после джипишки я купил польскую крейсерскую яхту для семьи. Вот она сейчас как раз в яхт-клубе «Водник» здесь стоит. Вот. Ну, то есть потихонечку влился уже. То есть, мы кормились, у нас бизнес был меховой. То есть мы меховую одежду производили. Но постепенно что-то у людей и денежки начали кончаться, и как-то вот эти зеленые. То есть, ну, сейчас посмотрите, сейчас опять, кстати, мех возвращается, но я уже не смогу этим заниматься. Я яхтсмен, который шил меховую одежду. Я больше ничего не умею. Ну, хорошо делать. Я, конечно, могу мести, могу копать, могу там, не знаю, но хорошо делать. То есть я считаю, что в парусном спорте я специалист, я могу сам мачту поставить, могу сам наварить, могу лодку вооружить, могу там, в общем, то есть и мне, в общем-то, побочники нужны, но учителя мне в этом не нужны. То есть я уже обладаю
достаточным опытом и знаниями, чтобы этим заниматься. Вот. А опыт работы с заказчиками, особенно у Лены, мы шили одежду на заказ, очень помогло, она сейчас мне занимается, то есть она работает с клиентами с нашими. То есть у меня техническая часть яхты, а она работает, то есть у нее самое тяжелое, это люди. Яхты-то они молчат и терпят, а вот с людьми тяжело. Вот, поэтому все довольно-таки неплохо. Да, я это рассматриваю сейчас, конечно, как бизнес, потому что мы тот бизнес свернули, хотя у нас там были поставщиками там, порядка 6 магазинов по Москве, там и свой сайт хороший работал. То есть, в принципе, жалко было бросать, дело было налажено. Но, с другой стороны, мы уже как-то так в один прекрасный момент наелись этого и так уже перегорели, что потом, когда этого не стало, мы сейчас что-то там уже не стало этого, там, не знаю, уже лет 15 назад, вот так что вспоминаем. Стали бы сейчас, шили бы? Не стали мы так вот прямо все. То есть вот как-то вот у нас прям насыщение. Ну, я сейчас, кстати, яхтенную одежду шью. То есть все равно я от этого не ушел, да. То есть все равно как бы без дела не сидится. Вот нашел себе еще один геморрой. Да. Я это называю не бизнес. Вот как раз вот это вот я пошив яхтенной одежды, это не бизнес. Я называю, что у меня не цех пошива, а у меня экспериментальная лаборатория, которую я могу всегда в любом движении, в любой момент закрыть к чертовой матери. Потому что там история такая, условно, чтобы мне зарабатывать 100 тысяч в месяц, я должен вначале миллион влить в это дело. Причем этот миллион – это не разовые инвестиции. То есть ты миллион вложил, через 10 месяцев этот миллион к тебе вернулся. Черта лысого. Через месяц у тебя там кончилась какая-то подкладка, кончилась какая-то ткань, кончилась какая-то фурнитура. То есть это постоянно, этот миллион у тебя заморожен, должен быть постоянно. То есть это возобновлять, то есть его обновлять надо. И смотришь, год работал, а ты все в минусе. Ну что это за бизнес? Вот. Но тем не менее, я научился это делать, то есть как бы всю специфику. То есть начали появляться мембранные ткани, появилась возможность для запайки швов. Вот это была у меня прям ахиллесова пята. Не было. То есть стали появляться в продаже машинки. То есть люди-специалисты появились, которые могут это делать. В общем, в принципе, вот сейчас я потихонечку пришел к тому, что могу производить. Вы гоняете сейчас? Гоняюсь, но каждый год говорю себе, что хватит. Почему? Устаю уже зрение не то, голова кружится. Уже, то есть, грубо говоря, мне 55 лет, и сейчас гонщик, какой я есть, это где-то, наверное, половина или 1/3 от того, что я там был 20 лет. В 20 лет. Вот если взять меня, то я бы сейчас себя 55-летнего объехал бы, даже в точку бы ушел. То есть как бы уже, и я чувствую, что я таю. То есть мне требуется все больше усилий над собой, чтобы в слабый ветер не уснуть. Вот, там сильный ветер, там уже мышцы болят, там что-то уже там живот отрастил, уже пресса нету. Тоже тяжело, да и как бы уже головой не так крутишь, уже то есть раньше была хорошая чуйка, сейчас уже как-то. Хотя, спросите, кто мои кумиры? Кто ваши кумиры? Много очень хороших спортсменов, среди молодежи много, но мои кумиры, вот с которыми я лично сам знаком, это Андрей Арбузов, Андрей Кирилюк, Женя Никифоров, Макс Таранов. Вот это люди, которые, это, скажем так, это 55+, это универсалы. Дай им хорошую команду, которая будет хорошо управляться с парусами, хорошо ставить, убирать генакер, они будут просто рулить, они дадут фору многим молодым экипажам, молодым ребятам. То есть это прям, то есть я восхищен этими людьми, которые всю жизнь, это у меня 25 лет перерыв был, я где-то там под наркозом отдыхал, да, то есть как бы они, бедолаги, ходили все эти годы, все занимались парусным спортом, были ему верны, и я восхищен, то есть этими людьми просто восхищен. И тоже хочу с своей стороны посоветовать, люди, если у вас есть желание погоняться, если у вас есть ресурсы для этого, наймите себе хотя бы разочек, вот этих вот 4, которые, их больше, этих людей больше, 4 хотя бы тех, которые я назвал, попробуйте там на одних каких-нибудь гонках, если опять-таки у него будет возможность, время и так далее, там с Арбузом погоняться, с Кирилюком погоняться, с Женей Никифором погоняться, с Максом Тарановым погоняться. Это кладезь, это такой опыт, это такой, в общем, вот. Инструкторы, они кто? Это мастера спорта всегда или... Не всегда. Вообще работа инструктором крайне сложная.
Я скажу так, что гоняться с профессиональной командой на гонках – это гораздо легче. Гораздо легче, потому что тут к тебе садятся люди, ну, допустим, ты когда там обучаешь, или ты какие-то корпоративные соревнования, где люди просто пришли познакомиться с парусным спортом, они первый раз пришли. Тебе их надо не отпугнуть. У тебя задача какая? Их живыми, здоровыми вернуть на берег, и чтобы они пришли к тебе еще раз. Да? Это основная, да, задача. А дальше тебе надо... Они же вообще ничего не понимают. И тебе очевидные вещи, которые кажутся тебе очевидны, им совсем не очевидны. Если ты говоришь, что при повороте надо с одного борта пересесть на другой, ну, это же очевидно, а им не очевидно. Они тебя еще спросят, на какой борт. Ты такой, у тебя голова взорвалась. Так борта же два, но если как бы с одного борта, ну, значит, на другой пересядь. Да? Какой еще может? Третьего же нет борта. Вот. И очень сложная работа. Тут важна... Ты можешь быть абсолютно средним яхтсменом-гонщиком. Абсолютно средним. То есть твоя задача безопасно управлять яхтой, швартоваться, пришвартоваться, делать повороты, огибания и так далее. Умеешь этого, все нормально. Ходить первым тебе не обязательно, потому что инструктора, который пришел первым или последним на корпоративном мероприятии, получают одну и ту же цену. Что тебе это самое? Но нужна коммуникация, ты должен понравиться людям, ты должен держать себя в руках, потому что иногда хочется дать подзатыльник, иногда хочется наорать, там, иногда, то есть, а ты должен себя сдерживать. Ты должен, тебе там, не знаю, у тебя какая-то сложная ситуация, а тебя начинают там, а капитан, расскажи, где ты там вообще, ну, подождите сейчас, а что или там скажешь, доберись такси, а зачем? Сейчас я тебе буду рассказывать, зачем, ты добери вначале, да, то есть хочется подзатыльник дать, а нельзя. Я очень понимаю. Да, нельзя. И поэтому я считаю, что ребята, которые работают инструкторами, ну, герои, не побоюсь этого слова. Вот. Многие приезжают и работают у нас инструкторами не ради денег. Ну, ему сам факт вот походить, пообщаться с людьми. Будете сами преподавать? Нет. Пробовал. Лекции проводил. То есть был такой. Мне нужны люди, которые уже умеют управлять яхтой. Я немножко вас подтяну по каким-то моментам, по каким-то гоночным моментам, по техническим, как лодку разогнать. Ведь как лодку разогнать? Да хрен знает как. То есть много, да. Как, много. Ну, погоди. Но на коротких гонках это не так важно, потому что там важнее хороший старт взять, а там, первым взял старт на марку первый, и это у Арбузов как спросили, как вы это самое, а что, прикинул, первым старт, первый на марке, все, а дальше держи соперников просто, чтобы не разбредались. У него вообще все просто. Да, тут все, ну так оно и есть. Вот ведь есть экипажи, вроде ходят, вроде уже там даже не первый год бывает гоняются, а результата не получается. Какая-то системная ошибка сидит у них, что-то не могут. А ты вроде в экипаж вошел, да ты просто показал, как можно быстро поднимать и убирать генакер. Они такие, ух, ни хрена себе, а мы там в 3 раза медленнее это делаем, оказывается, надо вот так, там, не знаю, то есть какие-то повороты, какие-то там качочки, опять-таки, как выходить на старт, то есть у всех сидит, что надо обязательно быть самым наветренным у судейского брать, а порой надо все наоборот, у пина брать, то есть это тоже надо выбивать у людей. То есть если уже что-то сидит, очень тяжело выбить. Ну, если коротко подвести, у меня не получается, потому что люди приходят за какой-то секретной пилюлей, за какой-то формулой. То есть я управлять умею, так, я сейчас пойду к профессионалу на лекцию, и он мне скажет, так делай вот так, и я там час его послушаю, пойду на воду и всех победю. А как не получается? Послушал вроде, пришел и что-то не побеждается. Нет, это только труд, это только накатка, это только, то есть моторика мышц. Я могу лодку в лавировку вести, там, не знаю, на 5, на 10, на 15 секунд отвлечься и покрутить головой, да, и в это время у меня лодка никуда не пойдет, не увалится, не приведется, но в большинстве случаев. Сейчас уже старый, уже не так, а так все спокойно. То есть просто даже вот этому научить. А как ты это научишься на лекции? Никак, это надо ходить, это надо чувствовать. У тебя лодочка, у тебя крен появился или крен пропал? Куда крен появился? Ага, значит, скорее всего, может быть, там ты перегрузил, то есть она, может быть, повалила. В общем, ты уже это чувствуешь. Бывало, я раз что-то, лодка встала, говорю, что-то пристали, а экипаж такой, да нет, ничего, мы как шли, так и шли. А я чувствую, там, не знаю, полузла, чувствую разгон или что лодка встала. То есть уже, естественно, если у тебя ты попал в шквал, ты поехал быстрее, там, из шквала выпал, остановился. Но при одних и тех же, там, при ровном ветре,
я чувствую, что что-то не то. Потом раз что-то, да ты он стаксель перебрал там, да, или там что-то у меня смотрю, там город подполаскивает, или там оглянулся, а у меня на перье какая-то тина висит, а я это почувствовал. Как это? Вот, то есть как этому научить? Это надо ходить. Вот, поэтому и научить человека можно, который, конечно, открыт, который хочет учиться. То есть часто люди... Да, буду. Ты ему говоришь, научи меня рулить, хорошо, научу, но ты должен понимать, что ты должен ходить как минимум 2 раза в неделю, а то и 3. Тогда я там за пару месяцев что-то могу к тебе более-менее как-то научить. Ой, я так часто не могу. А раз в месяц, если ты будешь приезжать или 2, я тебе ничего не научу. Надо вначале сделать удар, чтобы прям такой ударной тренировки, чтобы что-то в тебе зацепилось, и уже потом можно немножко как бы забавлять. Формулируйте золотое правило безопасности для капитана и для экипажа на борту. Ну, как я говорю, и в принципе это уже всем известно, то есть должно сложиться несколько факторов. То есть если яхта с экипажем попала в беду, значит были нарушены несколько таких вот правил, законов, которые существуют. Первое. Это нужно оценивать предстоящую перед выходом погоду, то есть условия, какой будет ветер, какая будет волна, если вы на море, какие задачи вы выполняете, как надолго вы выходите и застанет ли вас там, допустим, шторм, если он прогнозируется в пути, и взвешивать, нужно ли вам выходить. Это первое. Если вы все-таки вышли, тут надо тоже понимать, что можно и в тяжелых условиях выйти, но если подготовленная команда, спортсменов, подготовленный рулевой, который уже не 1 десяток лет ходит, у него большой опыт управления как бы яхтой, тогда пожалуйста. А если вы еще вышли в плохую погоду, да и с неподготовленным экипажем или там неопытным рулевым, то это уже 2 фактора. И третий фактор, конечно, как бы яхта и условия. То есть одно дело, если вы вышли просто там под мотором, дойти из пункта А в пункт Б, вам надо просто перегнать яхту. Это одно. Ну, вышли, потихонечку дошли. Вот, все одели спас-жилетики и под моторчиком спокойно дошли. Другое дело, вы вышли на тренировку или там на жесткие гонки, где вы используете по полной программе паруса, дополнительные паруса, то есть напрягается экипаж, все это самое, то есть тоже взвешиваете, нужно ли выходить. И вот и готова ли яхта для этого. Когда это все совпадает, плохие условия, неопытный экипаж, там не готова яхта или не для того вы вышли, все, скорее всего, может случиться с вами какое-то несчастье, неприятность. Как и у нас получилось. Сильный ветер, причем сильный боковой. Ребята поставили гинакер. Команда была не сильно подготовленная. Яхта была перегружена. Вон еще, вот сколько я вам пальцев загибаю. Яхту положила, они вместо того, чтобы сбросить фал и обезветрить гинакер, они сбросили другую веревку, сбросили тег, гинакер подняло наверх, он надулся и вообще не давал возможности яхте встать. И люди сидели, ее как бы держали топили. Вот это все. Не поставили бы гинакер бы, глядишь бы, все нормально было бы. Взяли бы на одного человека поменьше в тот день, не перегрузили бы лодку, глядишь бы, было бы другое. Вообще бы остались бы дома с семьей там, или на катере катались с бокальчиком вина. Вообще было бы все замечательно, яхта была бы нормальная. Ну, вот тут сразу вопрос. Вот эти участники этого случая, они потом вернулись на обучение? Вот это очень, да. И как вообще сделать так, чтобы начинающие или те, кто уже гоняется, чтобы они потом приходили в школу обратно? Ну, после этого случая, конечно, мы с Леной очень переживали, с моей женой, потому что все-таки это наше дело. И хоть мы и понимали, что случилось что-то неординарное, но все равно яхту-то производим мы. Да, там команда сделала все не так, но яхта-то затонула, и как бы мы все равно некую ответственность, некую там часть вины за собой чувствовали. И, конечно, боялись, что после этого люди сейчас, то есть на следующий день никто не пришел. Пришли все. Пришли все. Хорошо был Андрей Кирилюк, потому что я поехал яхту, ну, мы ее затащили на песочек, на мель, и на следующий день мы приехали уже на Рибе с насосом, и яхту забрали. Я, естественно, и тот капитан, с кем это произошло, вот мы вдвоем поехали спасать корпус. А, естественно, люди, которые наши экипажи пришли, все пришли, никто не сказал, все, да я к вам больше не пойду, у вас там что-то случается, да. Нет, молодцы, все пришли, все погонялись, вот спасибо Андрею Кирилюку, он один экипаж взял, погонялся, мы лодку спасли, все хорошо, то есть вышли из этой ситуации хорошо, потому что я скажу так, что мы никого не обвиняли, мы наоборот как-то старались
все это сгладить. То есть мы из этой ситуации вышли по-человечески. И люди это чувствовали, люди это понимали, и, естественно, никто нас не бросил. Вот. И у нас, в принципе, сейчас сложилось так, что у нас некая группа есть, где команды и капитаны, и к нам практически ходят одни и те же люди, которые стали уже там, ну, не побоюсь этого слова, семьей уже, которые тоже и нас любят, и наши яхты любят. И, ну, естественно, потому что у нас тоже отношения не просто поверхностное, а именно мы любим своих людей, мы любим свое дело, это тоже видно. Когда человек занимается своим делом, его не надо заставлять, его не надо ругать и так далее. Он будет просто делать дело, и оно ему нравится. Вот мне это дело нравится, мы это делаем. Ваша любимая роль на лодке? Все люблю, на самом деле я очень хороший матрос. Я очень умелый матрос. И приведу пример. Меня нанимали, ну, типа тактиком, то есть на большую лодку. Несколько раз дяденька, богатый дяденька, экипаж, то есть нас прям всех собирал ребят, и у меня не было какой-то определенной роли. То есть я рулевому на старте помогу, выведу его там на нужное место, там, допустим, да. Потом, после того, как мы там, после старта лодка пошла, я сбегаю, посмотрю, как стоит стаксель, посмотрю, как грот стоит, немножко там подправил. Вот при там постановке дополнительного паруса, там тоже где-то там смотрю, что-то запуталось, бегаю, там помогу, вот. И все это вот складывается. И был интересный момент, мы приходим на берег, и ребята начинают рассказывать: ой, там вот старт, а вот там немножко это самое, что-то то-то, а я видели, как я там то-то, кто-то там, вот. Я говорю, ну да, молодцы. А ты-то, Бодриков, ты что делал? Я говорю, а вот давай вспомним. Вот помнишь, там я к тебе подбежал, там что-то там у тебя было, не знаю, петля, там я распутал. А, да, было. А помнишь, вот там вот тот момент был, там вот, а, да, вот так вот. И каждый вспомнил, что я в течение гонки каждому подходил, подбегал и что-то помогал. То есть вот это вот очень важно. То есть вот это я умею. Вот. А так я могу и на стакселе могу, и на генакер могу, и грот могу, все, что хочешь могу. То есть я в свое время не ленился и не стеснялся ходить матросом. Потому что хороший рулевой, он обязательно хороший матрос. Ты должен понимать, как у тебя выставлен стаксель, как нести генакер, как ты можешь вести лодку или там делать какие-то замечания триммеру, там, генакер, если ты сам не умеешь его нести и не пробовал. Поэтому ты должен, хороший рулевой через все должен пройти. Поэтому я все люблю. Куда поставите, буду везде полезен. Мне очень приятно это слышать, потому что когда я начинала ходить в гонки, а это было не так давно, 3-4 года назад, и мы до сих пор меняемся местами иногда. И за это время у меня команда не изменилась. Все попробовали себя в разные роли, и все придумали себе какие-то лайфхаки, как использовать там. Даже передвижение, как тебе... Ведь яхтсмен должен беречь силы. То есть, если гонка, или, допустим, тебе в день там несколько гонок бывало, у меня что-то, по-моему, причем это были гонки флота, не матч-рейс, 11 гонок было в день, там что-то с утра до вечера, ухандохались так, и я всегда, мои матросики ухандохались вообще, то есть там все, вот прям вот там уже чуть ли не пена изо рта. Говорю, экономьте, то есть меняйтесь, то есть ты не должен расходовать силы на все 100%, ты должен израсходовать силы на 70%. Чувствуешь, что там руки забились, попроси, чтобы тебя поменялись, потому что вдруг лодка в брочинг, пришел сильный шквал и так далее, тебе надо напрячься, а у тебя уже сил нет, то есть поэтому это вот очень важно. Что касаемо смены людей, как правило, в команде, в которой люди решили ходить все вместе, вот, на самом деле сплочение происходит в большей степени даже на берегу. То есть вы должны быть приятны друг другу в общении, не отторгать друг друга, и какие-то общие интересы должны быть еще и помимо воды, ну, желательно. То есть, ну, нет, так и нет. Вот, как бы, ну, то есть вот это важно. И смена, как бы поиск нужного места матроса, он происходит первое время. То есть потом все равно у кого-то получается лучше нести генакер, кто-то больше понимает стаксель, кто-то может гротом работать, у кого-то получается лучше рулить. И все равно как-то надо все-таки, чтобы экипаж вот на этом остался. И потом уже все-таки расти уже. Причем рулевым быть, ведь вот большие гоночные экипажи, там, где там по 12, по 13 профессионалов, все профессиональные команды, там бывает и по 20 человек. Рулевой-то чего? Его рулевой – это человек, который хорошо чувствует лодку, разгон, там, торможение, который плавно не дергает рулем, не тормозит и так далее. Это все. Его поставили на курс,
он уперся в колдунчики и едет. Все остальное делает команда, вокруг него бегает, а он что? То есть, грубо говоря, рулевой он не самый главный. Порой даже бывает. То есть, то есть он просто вот, ну, для этого дела подходит лучше. Может, у него нервы более железные, там, не знаю, когда там через тебя там 5-й раз там кто-то пробежал, споткнулся, а ты в это время там вырезался куда-то такое, тебе там румпель из рук выбили. Чтобы не вырвать, ты должен его аккуратно взять обратно и идти дальше своим путем. Мне нравится, какой человек, который не тормозит рулем. Да. Так, а руль это тормоз. Лодка же почему поворачивает? Потому что ты отклоняешь руль, тормозишь. Да, это, кстати, очень важно. Новички обычно про это забывают. Когда рулит профессионал, то кажется, что он уснул. Мне кажется, что он ничего не делает. И у многих людей, которые там первый раз приходят, которые неопытные, они ошибочно думают, что я сейчас так же сяду и так же смогу. Да фига. Он кажется, что спит, потому что он не делает ничего лишнего, никаких лишних движений. А ты попробуй, хотя на самом деле он лодку ведет постоянно каким-то, то есть не просто по прямой, допустим, гравировку, а какими-то челночками. То есть и вниз гонит лодку, тоже там смотрит, то есть ну, тоже постоянно чуть-чуть уваливается, чуть-чуть приводится, то есть как бы он не идет как по рельсам. Блин. Вот. Но это практически незаметно. Он делает настолько это плавно, настолько, опять-таки, с каким-то лодка накренилась, он чуть-чуть привелся, лодка перекренилась, он увалился. То есть это тоже, это все не в голове, все это общий. То есть я очень люблю в лодку сесть, что очень жестко. То есть сажусь жестко, я упрусь. То есть вот некоторые там как-то нога на ногу или как-то на одну, то есть вот ты видел, как вы рулите. Жестко сел, и ты чувствуешь, особенно когда ты на волне, у тебя поднялась корма там или опустилась, там накренилась лодка, то есть ты весь, вот ты прилип к лодке, и все движения, что происходит с лодкой, они происходят и с тобой. И ты на это, естественно, реагируешь. Как бы. Вот так вот. Сейчас какой этап? Сейчас я подумал так, что мне 55 лет, что у меня осталось активных лет, может быть, лет 10. Я не говорю, что я умру лет через 10, может, я умру лет через 50. Не, ну хотя бы 20 уже будет хорошо. Ну, активных 10. И уже вот так вот, не знаю, скакать по лодке, там какими-то конструкциями заниматься не буду. Поэтому я, конечно, уже потихонечку стараюсь то есть искать помощника, то есть в будущем, то есть уже преемника. То есть я планирую постепенно вообще от всего этого отходить. Я хочу сидеть на берегу озера, реки с бокалом сухого вина. Вот. А мне будут там по телефону докладывать, сколько заработали за сегодняшний день. Вот это вот было бы шикарно. Хотя я, конечно, обманываю сам себя, все равно какую-нибудь фигню найду. Как моя Лена говорит, Бодриков опять нас какой-то втянул в какую-то фигню, то есть вот, по жизни. То есть все равно это... Мечтаю об этом, но, скорее всего, этого не будет. Как всегда. Спасибо вам большое. Да не за Спасибо. что.